Здравия всем зрителям и подписчикам моего канала. Тема нашего сегодняшнего видео – высокие технологии каменного века. В нем бы я хотел вам показать действительно те высокие технологии, которые не хочет замечать наука, потому что каменный век – это тот век, когда можно было делать все, что угодно с камнем. Его же нам преподносят как то, что люди просто перебрасывались камнями. Этим вопросом занимались многие, в том числе и альтернативные историки. Вот это лаборатория альтернативной истории, ее иллюстрация, где она тоже показывает эту золотую подвеску с изумрудом из Панамы, которой больше 1000 лет, и она полностью копирует сегодняшний горнопроходческий комбайн. Эти тоже видеоартефакты из различных других статей, в том числе и видео такого канала, как Веб-рассказ. Все ссылки на использованные материалы под видео, где вы можете получить больше информации. Все эти артефакты в основном были представлены в Америке, потому что именно в Америке меньше всего, скажем так, правили так называемые просветители, поэтому там больше осталось артефактов. И сейчас раскопки их, как говорится, возвращают в наш мир. Мы можем увидеть все эти высокие технологии. Начнем же мы, конечно, из города Тула. Это древняя столица тольтеков, которую я показывал в своих предыдущих видео. Америка, забытая часть славянской империи, белые индейцы. Ссылка на нее тоже под видео. Мы видели вот этих вот мужчин. Это роботы или мужчины, которые стоят в городе Тула в Америке. Город мастеровых и богов. И держат в своих руках вот такие вот перфораторы, все они держат. Различные механические устройства. Почему перфораторы? Потому что здесь на них должна быть какая-то насадка. И я нашел эти насадки тоже. Их наука откопала, отрыла. Вот они. Тоже Перу совершенно рядом. Насадки на перфоратор, которые от 900 до 200 года до нашей эры они их датируют. Они множество этих насадок присутствуют на этот перфоратор. Кстати, тот храм в Туле был построен где-то в 1000 году нашей эры. То есть мы видим, 1000 лет используются одни и те же технологии по обработке камня. Вот эта скульптура Майя, тоже 1000 год нашей эры. Вот он держит эту насадку, говорит, берите и используйте. Скульптура Майя тоже еще одна с перфоратором. Вот он держит ее в руке. Тоже определенную насадку надевай и делай. У майя также были и медицинские технологии высокие. Вот как сверлили зубы. Пойдите к своему стоматологу и спросите, а можно так сейчас зуб просверлить, чтобы его так украсить? Насколько это просто? С так называемым современным модным оборудованием. Возьмется он за это, чтобы зуб не разрушить. Смотрите, люди умерли, а все равно зубы целые и, как говорится, украшения до сих пор там. Они тоже сверлили, бурили чем-то. Для большего понимания я еще раз покажу вам, как выглядели эти майя, перуанцы. А Перу, как мы уже поняли, это сокращение от имени Перуна, империя, которая была раньше на всей земле. Вот эти знаменитые перуанцы, кто нес эти технологии, майянцы. То есть почему-то они голубоглазые, зеленоглазые и символами совы, империи Тартарии недавней. В Норвегии же найдены пробы, которые делались в скалах при помощи таких вот насадок и перфораторов. Такие дырки имеют глубину 7-15 метров. Как мы видели, насадки вверху, я их уже показывал. А следы найдены в Норвегии. Как говорится, вот попробуйте сделать это медным зубилом и молотком, как нам наука говорит. Вот эти следы, они многочисленны, то есть они использовались для взятия образцов. И для последующего решения разрабатывать или не разрабатывать, я же говорю. Но в Киевской Руси тоже огромное количество таких образцов, но их почему-то, хоть и относят к тем временам, всегда принимают за булавы, насадки на булаву. Ну, булава, булавить, это дробить, раздрабливать. Чем и занимается перфоратор. Дробит породу, берет образец, делает технологические отверстия, какие вам нужно. Вот эти фото с Сицилии. Как мы видим, эти круги тоже имеют огромные размеры, 4-5 метров. Ширина тоже метра 3-4. Человек рядом с ним кажется карликом. Это все, нам говорят, делалось зубилом и молотком. Посмотрите, какие они огромные. Здесь вообще
как человек мог пройти, когда оно вырезано специальными инструментами. Вот человек по сравнению с этими образованиями просто крохотный. И люди вырезали, делали с камнем что хотели. Почему это время называлось каменный век? Когда технологии работы с камнем были совершенны и могли сделать, вырезать фактически чуть ли не любые размеры. То же самое, что это была единая ситуация на всей планете, показывают и другие находки. Вот обработка камня в Мексике, в Египте. В принципе, используются те же самые принципы. Тоже видно, что это машинная обработка, никаких здесь зубил не использовалось. Это технологическое отверстие родом из Индии. Вот оно такое огромное, ну метров 5. Так что, как говорится, сделайте это все зубилом, молотком. И таких свидетельств огромное множество. Вот такие есть туннели в горах Курдистана. Их возраст оценили в 3000 лет. Они или выплавлены, ну все равно, в принципе, огромные отверстия, в которых никаких зубил здесь не применялось. Видно, что применялись специальные машины. Они или бурили, и плавили, и бурили одновременно для того, чтобы туннель, как говорится, был долговечным. Он действительно 3000 лет простоял и как новенький. Ну, может, нам майянцы подскажут, какие же были машины. Вот, скульптура майя. Ей примерно 2500 лет. И в ней какой-то мужчина вылазит из какого-то сверла, огромного бура. Такие свидетельства не единичные, говорят, все пропало, нет. Вот фотография с книги «Заговор радуги» Штайгера и Шерри Хансена. Вот такую вот они в Америке нашло правительство, вот такую вот машинку, им удалось сделать эту фотографию, вот она огромная какая. Они ее, конечно, куда-то спрятали, но сам факт, что существует единственная фотография, она из этой книги. Хотите, перейдите по ссылкам, посмотрите. Машинка-то огромная, зубцы вот какие-то. То есть для чего она, как, может и для обработки камня, для высверливания этих отверстий. А что? Вот здесь вот можно перемещаться и, пожалуйста, сверли, бури, как направляющие использовать. Что это такое, что это за лыжи. Как говорится, такие артефакты существуют. И они не единичны. Вот экскаватор гусеничный из кодекса индейцев в Америке. Вот это две кабины по бокам, вот эти гусеницы. Ну, манипулятор нам, конечно, убрали, чтобы нас не расстраивать. Он посередине просто вымаран кем-то. Для сравнения посмотрите на современный экскаватор. Вот этот манипулятор. Здесь может и ковш стоять, и сверло. Вот эта кабина, слева еще одна кабина у майянца была изображена. И эти же гусеницы. Еще раз. Вот экскаватор на картине майя. И современный экскаватор. В принципе, то же самое. Прошли 1000 лет, а знания о технологиях сохраняются, используются. То же самое в Америке мы видим тоже людей, одетых или роботов, одетых в защитные механизмы со сверлильными устройствами на руках для обработки камня. Такие изображения не единичны. Поэтому, когда мы видим по всему миру защитные костюмы, может, не обязательно они применялись именно для полетов, а как раз в камне обработки, для того, чтобы защитить человека. Как мы видим, они у майя, в Японии, у ацтеков, в Китае. Ну, если была единая цивилизация, то почему нет? А мы сейчас покажем, что это было действительно так. По поводу летательных аппаратов, они тоже присутствуют во множестве. Мы много раз уже их с вами видели. Вот эта тарелка майя, которой минимум 1000 лет. И что на ней? 4 летательных аппарата. Ну, они называют их шаттлами. Самолеты это или шаттлы, непонятно. В центре камень Алатырь восьмиконечный, который мы часто видим по всему миру. И 4 шаттла. Пожалуйста, вот такие дикие майя. Ну, мы летающие устройства уже видели с вами не раз. Еще раз показываю вам эту картинку, где Америка, Египет, Новая Зеландия, везде летающее устройство. Фактически идентичная, управляемая мыслью с помощью короны вот этой. И не передвигаются, используя одинаковые ключи на старт, вот эти замочечки у них. И даже на руках у них такие навигаторы типа часов. Поэтому и летающие, и ездящие вот устройства. Это американские находки, тоже я их показывал в фильме «Изображение НЛО по всему миру». Все ссылки под видео. И тут, кстати, летающих фигурок множество найдено в той же Америке и с обратной стреловидностью, и с простой стреловидностью. Так что технологии, как говорится, 20 века, а они находятся в раскопках, которым 1000-2000 лет. По словам самой же науки. И везде мы видим высокие технологии.
Опять же, еще одно сравнение ЛАИ, колумбийский золотой самолетик и современный грузовой самолет. Ну, фактически полностью идентичны. То же самое интересные находки в Мексике. Вот они, летающие какие-то штуки. И тоже благодаря ЛАИ мы видим, что это летающие щиты Качина, Мексика. И летающий мотоцикл, который фактически используется в 21 веке и применен только. А совпадения фактически идентичны. Так что мы находили тоже много раз такие вот шестерни, зубцы. Это все находки из Америки, то есть, которые говорят, что они были еще недавно частями механизмов. То же самое мы видели с вами и в Египте, где эти шестерни хранятся в музеях, эти рули. Ну, говорят, египтяне не знали металла, а это все просто так. Или это все-таки были остатки еще больших механизмов. Потому что такие штуки со следами сверления. Видите, камень, сколько раз они на нем сверлили или буры проверяли. Огромное количество отверстий. Ну попробуйте все это сделать при помощи молотка и зубила, как говорит нам наука. Такое ощущение, что у него десятки раз свои перфораторы проверяли. Это возле пирамид такой камешек найден, стоит. И следы этой обработки есть и в Америке. Вот это верхние следы. И то же самое вот Египет. Как прорезать это зубилом, это надо науку только спросить. То есть это все применение машин. Машин, причем намного совершенных, чем есть сегодня. О том, что по миру применяется единая технология, говорит нам эта подборка. Это подборка с мегалитических сооружений, мостов, пирамид. И здесь и Эфиопия, и Словакия, и Япония, и Греция, вот, и Перу, и Франция, Турция, Камбоджа, Тунис. Ну, весь мир, Китай, Италия, Румыния, Франция. И везде применяется один принцип в мегалитах. Вот соединение идет. Соединение, опять же, металла различных мегалитов. Поэтому нас не удивляет их схожесть в Японии, Индии, Перу и Африке. Они, в принципе, единая цивилизация строила, единые технологии использовала. Вот в Баальбеке найдены камешки каменного века. Это, по-моему, тоже экспедиция ЛАИ. Вот такой камешек в 1000 тонн. Его сделали когда-то, но не успели донести. Такой камешек не один. Под ним позже был найден еще больший камешек, который уже 2000 тонн. Это фотографии взяты из блога Льва Худого. Тоже там ссылки под видео посмотрите. Там много таких изображений интересных. Вот этот камешек 1000 тонн, а под ним еще больший камешек 2000 тонн. Все нелегко и просто брались и устанавливались в основании храма. Вот этот краеугольный камень со следами машинной обработки, как поверхности, так и вглубь. И весит он никак не меньше 1000 тонн. Попробуйте сейчас решить эту задачу. Выпилить этот камешек и поставить куда-то. Это просто нереально современные технологии. Таких камешков не один. Их огромное множество. То же самое следы сверхтехнологии видны в Саудовской Аравии, где камни делали с камнем что хотели. Разрезали пополам и оставляли. Вот и оставили. Он уже сколько лет он там стоит. И здесь убрали что не нужно. Разрезали пополам и ушли. И он до сих пор там стоит. То же самое, такие же следы мы видим и на еще большем камне из Саудовской Аравии, когда была огромная скала. Пришли древние люди из каменного века, взяли ее, обработали как хотели, не видя перед собой никаких больших трудностей. Обработали ее совершенно, срезали пол скалы, сделали, что себе нужно и ушли. И она до сих пор стоит. А наука нам все рассказывает про молоток до зубила. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон.
Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи, и один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.